Привет, друзья! Сегодня у меня рецепт роскошных ребрышек в духовке. Я думаю, что скоро он вам очень пригодится. Советую подписаться на канал, чтобы сохранить его, ну и чтобы не пропустить другие вкусные рецепты. Ребрышки я просушил, промыл, и осталось только снять с них внутреннюю пленку. Вернее, даже в обратном порядке. Сначала промыл, потом просушил. Беру все необходимое для следующего этапа. Первое — это соль, 2 чайных ложки на это количество мяса. Здесь у меня где-то около 2 килограмм. Соль я, как всегда, использую адыгейскую. Ну, тут, в принципе, используйте любую соль, какая вам нравится. Также вы можете на этом этапе добавлять специи, которые вам нравятся. В общем, у меня соль с травками и 2-3 чайных ложки сушеного чеснока. Это именно тот набор, тот состав, который я буду сегодня использовать. Все перемешали. Теперь я нанесу его на мясо. Как видите, ничего сложного. Теперь самое время запустить духовку. Того времени, пока она наберет необходимую температуру, а в нашем случае это 200 градусов. За это время соль растворится, впитается мясо, чеснок или те специи, которые вы введете, раскроют свой аромат, и мясо с удовольствием его тоже примет в себя. В общем, все готово. Переложил я ребрышки на решетку, и теперь можно отправлять их в духовку. О, красота! Пахнет невероятно вкусно, но надо собрать всю волю в кулак, потому что еще не все. Мясо обжарилось в течение часа. Теперь нам надо как следует пропарить ребрышки, чтобы мясо само сходило с кости. Для этого перекладываю мясо на фольгу и плотно заворачиваю. Необходимо завернуть в 2 слоя. И снова в духовку еще на час. Ну, пока мясо загорает, я приготовлю глазурь. Для этого я возьму 4 столовых ложки кетчупа. Возьмите любой, какой вам нравится. Далее 1 чайную ложку горчицы, прям с горкой. 3 столовых ложки соевого соуса. 1 столовая ложка яблочного пюре. Если у вас нет яблочного пюре, можно взять обычное яблочное повидло. И столовая ложка бальзамического уксуса. И все хорошо размешаю. Глазурь начала кипеть. Теперь самое время добавить пол столовой ложки меда. Как только мед растворится и глазурь вновь закипит, можно будет выключать. Все, ну теперь надо попробовать, чтобы у нас не получилось слишком кисло. Это делаем сейчас. Отлично, но пару щепоток сахара я все же добавлю. Ну, где-то примерно чайная ложка. Все, глазурь готова, можно выключать. Опа! Все шкварчит с пылу, с жару, друзья. Все горячее. Сейчас я пару минут дам, наверное, немножко остыть в фольге и начнем раскрывать. Друзья, что-то невероятное происходит. Комната заполнена просто божественным ароматом. Но еще не все. Теперь мы обработаем ребрышки глазурью и перейдем к завершающему этапу. Это уже выглядит шедеврально, согласитесь. Сил терпеть больше нету. Все, последний заход в духовку на 15-20 минут и будем дегустировать. Опа! Это стопудовый лайк. Посмотрите, какая красота. Мясо буквально распадается на волокна. Вы только посмотрите, насколько все пропарилось, пропеклось. Пусть сходит буквально.
Видите? Просто манит. Друзья, моего скудного словарного запаса вряд ли хватит описать этот аромат и этот вкус. Единственное, могу сказать одно с уверенностью. Если будете есть руками, осторожно. Можно съесть вместе с пальцами и не заметить этого. Круче шашлыка. Это просто божественно. В общем, готовьте и наслаждайтесь, друзья. До встречи в новом видео. Пока.